Всем привет! В этом видео приготовим ароматное муссовое пирожное в виде хурмы. Если вам интересно, смотрите дальше. Первым делом приготовим начинку для пирожного. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Нарезаем хурму мелкими кубиками. Хурму выбираем ароматную, мягкую, спелую. У меня не был большой выбор. Хурма у меня такая довольно твердая. Нам понадобится 200 грамм хурмы и 200 грамм апельсина. Вначале от апельсина натираю на мелкой терке оранжевую часть от кожуры. И потом надо очистить апельсин. Мы будем использовать только филе апельсина без пленок. И таким образом отделяем кожуру, пленки разрезаем. Очень хорошо отделяется, если перед этим апельсины стояли в холодильнике. Если вы хотите, чтобы начинка вытекала, то от этих 400 грамм фруктов убавляем 50 грамм фруктов и добавляем вместо них 50 грамм сока. Например, апельсинового сока. Также можно лимонного сока. Ставим на плиту и надо проварить до того, пока хурма станет мягкая и приятная на вкус. Подготавливаем пектин с сахаром и вводим в горячую смесь. Сыпем постепенно и интенсивно мешаем, чтобы пектин с сахаром не превратился в комочки. Как всыпали весь сахар с пектином, провариваем массу еще примерно 30 секунд до 1 минуты. Снимаем с плиты и немного продолжаем помешивать, так как дно ковшика еще остается горячей, масса продолжает вариться. Я буду использовать форму для мандарина, но тут вы можете использовать различные формы, которые у вас есть. Сферы, полусферы. Распределяю начинку по ячейкам. Из этой массы получилось сделать 12 начинок. Потом ставлю в морозилку. Начинку надо полностью заморозить. На это уходит примерно 3-5 часов. Когда начинка полностью заморозилась, приступаем к приготовлению мусса. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Отмеряем нужное количество желатина, добавляем воду, перемешиваем и оставляем для набухания. Отмеряем сливки, добавляем сахар, желтки. Все перемешиваем венчиком и ставим на плиту. Вначале включаю максимальную температуру. Как только поднимается температура, пар, снижаю температуру плиты до среднего и продолжаю мешать не венчиком, а силиконовой лопаткой. Так легче контролировать, чтобы масса не пригорала. Крем надо проварить до 84 градуса. Когда видим, что масса начинает густеть, снижаем температуру плиты до минимума и греем на низкой температуре. Еще можно проверить массу на вкус, чтобы не был привкус желтка. И еще берем лопатку, на лопатку набираем крем, проводим пальцем. Если остается вот такая дорожка и крем не стекает с лопатки, то тогда крем нужной консистенции. Снимаем с плиты, продолжаем помешивать, добавляем набухший желатин. Предварительно не обязательно его греть, так как ковшик горячий, крем горячий и желатин хорошо растворится в этой массе. Добавляем мед. Если прям не хотите добавлять мед, можно добавить какой-нибудь другой ароматизатор, вкусовую добавку. Но конкретно в этом муссе очень хорошо подходит липовый мед. Он хорошо сочетается с остальными ингредиентами
По желанию можно добавить и корицу, но корица на любителя. Можно добавить вместо корицы ваниль, цедру лимона, цедру апельсина, мандарина. Все перемешиваем и добавляем белый шоколад. Так как масса еще довольно теплая, шоколад в этой массе быстро растворится. Перемешиваю и переливаю в удобную емкость для взбивания блендером. Блендером перебиваю до однородности и пропускаю через сито. Получается очень ароматная такая кремовая масса. К этому времени она у меня остыла до 26 градусов. Отмеряем жирные сливки 35%, взбиваем до мягких пиков и вводим в заварную массу. Все перемешиваем аккуратно до однородности. Мусс подготовили и достаем замороженные шарики хурму с апельсином. Далее я предварительно силиконовую форму очищаю с водкой перед тем, как наполнять. Наливаю мусс примерно до половины или 1/3 от общего объема и ставлю начинку. Так как начинка полностью замороженная, не тонет, а мусс прикасается и схватывается. Потом наливаю сверху окончательный слой мусса. По желанию, конечно, можно добавить и слой какого-нибудь бисквита. Из этого количества ингредиентов у меня получились 5 муссовые заготовки. Заготовку ставим в морозилку и замораживаем в камень. На это уходит примерно 5-10 часов, смотря как у вас замораживает морозилка. Извлекаем муссовые пирожные. Из этого шарика сейчас мы будем формировать пирожное хурму. Можно использовать такой инструмент для чистки овощей, можно просто взять маленький ножик. Делаем вот такое углубление сверху и по бокам проходимся, срезаем слой мусса, чтобы пирожное не было круглое. Делаем такие надрезы. Так как пирожное создается вручную, каждый фрукт будет отличаться, они не будут одинаковые, поэтому пирожные получаются более естественные, похожие на настоящие фрукты. Так я проделываю со всеми пирожными. И потом надо поставить опять в морозилку и заморозить. Примерно на час оставляем еще в морозилке. Потом надеваю перчатки и надо сгладить пирожным эти все срезы, чтобы они не были такие квадратные, а немного округленные. И опять ставим пирожные в морозилку. Их долго держать не надо, но можно так подготовить много. Каждое пирожное можно завернуть в пищевую пленку, плотно упаковать, или можно поставить в контейнер, закрыть крышкой и хранить до момента, когда вам надо их подавать. Хранится в морозилке
они примерно месяц. Но это смотря какая у вас морозилка, какая температура в морозилке. Пока пироженки замораживаются, приготовим глазурь. Для этого нам понадобится какао-масло. Какао-масло, к сожалению, мы заменить ничем не можем. Подогрели какао-масло. До того, пока половина примерно уже подтаяла, добавляем белый шоколад. Пропорции берем 1 к 1. На 200 грамм какао-масла 200 грамм белого шоколада. Опять подогреваем в микроволновке. Долго греть нельзя, когда уже добавили белый шоколад, чтобы шоколад не сгорел. Надо греть импульсами и перемешивать. Потом перекладываю в удобную емкость, добавляю жирорастворимый краситель и перебиваю блендером. Тут у меня еще подготовленная глазурь капа. У меня есть видео на канале про эту глазурь, как ее готовить. Ссылку оставлю в описании. Глазурь капа мы будем использовать от 55 до 60 градусов. Шоколадную глазурь мы будем использовать от 40 до 45. Вот это температура, которая хорошо покрывает пирожное, с которой удобно работать. Глазурь капа надо постоянно помешивать, так как сверху образуется пленочка. И перед тем, как макать в оранжевую глазурь пирожное, тоже перемешали и макаем пирожное. Делаем уверенное движение, утапливаем пирожное и стряхиваем лишнее, чтобы вот в этом углублении у нас тоже оставалась пустота, чтобы там не накапливалась глазурь. Ждем, пока оранжевая глазурь схватится. Перемешиваем глазурь капу. И очень быстрыми движениями, быстро, уверенно макаем, достаем. Глазурь капа очень быстро схватывается. Ждем, пока глазурь хорошо схватится, и перекладываем на силиконовый коврик. Снизу образуется вот такая капелька. Глазурь там немного потекла, застыла, но это можно или срезать, или оставить, это не мешает. Перед тем, как макать каждое следующее пирожное, оба вида глазури надо перемешивать и проверять температуру. Пирожное макаем снизу. Поднимаем вверх и уже нагибаем на бок, чтобы с этого углубления лишняя глазурь могла вытекать. Если шоколадная глазурь будет слишком горячая, будет очень тонкий слой. Если будет слишком низкая температура, тогда будет очень толстый слой. Глазурь капа тоже, если будет слишком высокой температуры, она будет плавить шоколадную глазурь. Поэтому я сколько работала с глазурью капой, мне удобно работать примерно 55, максимум 60. При 60 градусов уже надо очень быстрые движения делать, чтобы пирожное слишком долго не находилось в этой глазури. 55 оптимальная температура. Если будет слишком низкая, то глазурь ляжет неровным слоем. И как вы видите, мы пирожные сделали не круглые, с такими надрезами квадратными. Но когда мы макаем в шоколадную глазурь, глазурь дополнительно сглаживает все уголки, квадратные бока. Поэтому не надо слишком округлять, так как это еще сделает сама глазурь. Не спешим доставать спашки из пирожных. Даем глазурь схватиться, пирожному подтаять, и только потом достаем спашки из пирожных. Так как глазурь капа на этом этапе, она еще очень нежная. Если мы будем держать пирожное и доставать палочку, мы снимем саму глазурь
Оставляем пирожное в холодильнике и этим временем подготовим листочки. Обычно для таких пирожных фруктов используются эти листочки от настоящих пирожных. Но, конечно, многие хотят, что если пирожное съедобное, то и листочки, чтобы были съедобные. Берем тонкую вафельную бумагу, вырезаем примерные формы листочки. Один круглый, это будет основа, на которой будем крепить листочки, и 4 примерной формы. Смешиваем водку и инвертный сироп, добавляем краситель. Я добавила слишком много зеленого, но в идеале для пирожного хурмы смешивать коричневый, желтый и зеленый. Можно даже делать такие переходы цветов. Тогда, конечно, это займет немного больше времени, но тогда будет похоже на настоящие листочки хурмы. Потом прохожусь обычным какао-порошком, так как они у меня получились слишком зеленые. Я немного тонирую. Можно оставить листочки подсыхать при комнатной температуре, если вы не спешите. Но если вам надо прям, чтобы пирожные были вот сразу готовы, поставить можно в духовку. Духовку подогрела до 30 градусов. Ставлю вот таким образом в духовку и примерно 10 минут сушу. Главное не пересушить, тогда они будут слишком хрупкие, твердые и быстро поломаются. Листочки подсушились, хорошо держат форму, и дополнительно можно пройтись кисточкой, снять лишний какао-порошок и добавить какой-нибудь другой оттенок. Я специально на одно пирожное оставила настоящий листочек от хурмы, чтобы просто показать, как выглядит и сравнить. Конечно, он выделяется. Пирожные только подготовленные, они очень блестящие, глянцевые. Но глазурь капа очень нежная. Если немного придавить, она сползет с пирожного. Поэтому обязательно надо подождать, чтобы глазурь подсохла. Но чтобы показать пирожное разрез, оно только разморозилось, но глазурь капа еще не подсохла. Это влияет только на визуальное, на вкус это никак не повлияет. Глазурь разрезается очень хорошо. В этом пирожном я не сделала начинку жидкую, она не вытекает. Если вы хотите, чтобы начинка вытекала, добавляйте побольше жидкости, заменяйте часть фруктов на сок и можно поменьше пектина. Сочетание этих ингредиентов очень напоминает такой зимний вкус. Теплый медовый мусс с корицей, аромат апельсина. Конечно, хурма тут очень сильно не выделяется.
После того, когда пирожное постоит в холодильнике более 12 часов, оба вида глазури объединяются в одно целое. Глазурь капа как бы впитывается в шоколадную глазурь и придает прозрачную пленочку, но они уже не отдельно существуют, а как одно целое. Это и придает такой как бы естественный вид настоящего фрукта. Это настоящий листочек хурмы. Если не принципиально, то, конечно, можно листочки не готовить, а брать от настоящих фруктов. Получается очень оригинально, красиво. И разрезаем пирожное после того, как оно простояло в холодильнике более долгое время. Пирожное с этой глазурью не липнет. Это очень удобная глазурь, она придает блеск, но она не липкая, как зеркальная глазурь. Такая глазурь подходит для веганов. Очень удобная глазурь и по составу, и по структуре. Самые нежные и вкусные пирожные в первые 24 часа. А потом, со временем, конечно, пирожное не портится так быстро. Срок годности примерно 72 часа. Или смотрим на срок годности продуктов, которые используем. Почему я советую их использовать в первые 24 часа? Потому что из мусса постепенно испаряется влага. Пирожное немного высыхает. Он теряет свою воздушность, становится менее нежный. Эти пирожные у меня пролежали в холодильнике неделю. В плотно закрытом контейнере. Одно пирожное целое, второе была вот разрезанная половинка. И как вы видите, влага испарилась, пирожное уменьшилось в размере. Глазурь сохранила свой размер, а само пирожное стало меньше, отходит от этой шоколадной глазури. Этот вариант начинки я готовила по другому рецепту. Это взбитый ганаш с яблочной начинкой, так, чтобы она вытекала. У меня есть пирожные яблоки и груши на канале. Ссылку оставлю в описании под видео. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!